Привет, друзья! Сегодня мы с вами поедем из Москвы в Санкт-Петербург на скоростном поезде РЖД Сапсан. Поедем мы бизнес-классом и посмотрим, чем же кормят в этих вагонах. Стоимость одного билета составляет почти 16 тысяч рублей, а эконом-класс стоит в 2 раза дешевле. Давайте посмотрим, какие места нам предлагают. Все места в вагоне сидячие. Есть вешалки для одежды и 2 туалета. Всего в вагоне бизнес-класса 52 места, тогда как в эконом-классе 64 места. И в вагоне эконом-класса расстояние между сиденьями меньше, следовательно более тесно. А билет первого класса стоит еще дороже – 30 тысяч рублей. В этом вагоне, как мы видим, очень просторно. Расстояние от Москвы до Петербурга составляет около 700 километров. И Сапсан проезжает это расстояние за 4 часа. Ну и давайте теперь зайдем вовнутрь и посмотрим на вагон бизнес-класса. В вагоне нас встречают сиденья из натуральной кожи с подголовниками. Вагон эконом-класса выглядит уже попроще. Сиденья не кожаные, а тряпочные. На сиденьях лежал дорожный набор. Давайте посмотрим, что в него входит. Когда вы заходите в Сапсан и усаживаетесь на свое место, то на сиденье лежит вот такой вот набор. Здесь тапочки и еще что-то. Давайте посмотрим, что же РЖД приготовила для пассажиров бизнес-класса в Сапсане. Для начала рассмотрим тапочки. Тапочки, конечно, не самые дешманские, но я бы и не сказал, что они какие-то уж очень такие хорошие. Ткань двухслойная, но все равно как-то, в общем, смотрятся они, скажем так, в отелях 5-звездочных тапочки получше бывает выдают, но тоже не везде. В общем, тапочки среднего такого качества, бывают, конечно, и хуже, но и гораздо лучше бывают тапочки вот в каких-то таких вот поездах. Ну а теперь давайте посмотрим, что здесь такой за еще кошелечек такой на замочке, что здесь внутри такое лежит. Фирменный сапсановский. Здесь логотип, ремешочек, застегается, все на молнии. В общем, ткань здесь неплохая, но только что никуда не пойдешь с таким кошельком, он какой-то вообще стрёмный. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Повязка на глаза можно надевать. Если едет, допустим, и захочет поспать, то вот можно надеть такую повязку. Ну и также может ставить беруши. Сейчас посмотрим, что за беруши здесь. Берушами иногда пользуюсь. Знаю, в общем, как должны себя вести хорошие беруши. Ну, тоже, в общем, средненькие беруши, не очень хорошие. Так, а что же здесь у нас такое еще? А это просто прозрачная губка для обуви. Так, понятно. Есть еще ложечка для обуви и расческа. Ну, все, в общем, такое простенькое. Но, скажем так, если это действительно все использовать только один раз, то очень даже и неплохо будет. Перед сидящими в Сапсане есть откидной столик, на который проводница заботливо постелила скатерть. Через некоторое время принесли меню. До 11 часов здесь кормят завтраком. В меню номер 1 можно выбрать ролл с сырным муссом и зеленью, омлет с паприкой и беконом, персиковый крамбл с йогуртом. В меню номер 2 предлагается салат с яйцом и копченой индейкой, и еще какой-то соус из зелени, блинчики с мясом и сметаной. На десерт подают клубнику манго. В меню номер 3 предлагают шопский салат, рисовую кашу с абрикосовым джемом и корзиночку с шоколадным ганашем. Если вы едете уже после 11 часов, то будут подавать обед. В меню номер 1 предлагают закуску с лососем и овощами, запеченную треску с картофельным гратеном и десерт на выбор. В меню номер 2 мы видим овощной салат с фермерским песто, куриное бедро с микс-рисом и аджикой, плюс тоже на выбор десерт. В меню номер 3 можно выбрать рулетики из буженины и корнишоны. Еще есть медальон из свинины с картофелем, овощами и соусом барбекю. Ну и также плюс десерт. На десерт можно выбрать пирожное подарочное, либо десерт клубничный. Изготовителем питания является ООО РБЕ. Находится в городе Москва. И вот принесли первое блюдо из обеда. Это рулетики из буженины с корнишонами. Есть еще листья салата, и сверху мы видим семена черного кунжута. Ну и корнишоны. Блюдо находится в керамической миске, то есть посуда здесь даже не пластиковая, посуда неплохая.
Так выглядит медальон из свинины с картофелем, овощами и соусом барбекю. Внешний вид, конечно же, от картинки отличается. Еще принесли кусочек черного хлеба, булочку, которую можно разрезать пополам и намазать сливочным маслом. Сливочное масло тоже принесли. Внутри рулетика находится творожный сыр. Сыр этот еще смешан с майонезом. По вкусу рулетик мне понравился. Чувствуется, что буженина свежая, листья салата тоже хорошие, не вялые. Огурцы я бы не сказал, что прям вот корнишоны, немножечко крупноваты, но вкусные и хрустящие. Теперь попробуем медальон из свинины. На дне виднеется соус барбекю. Картошка – это самая обычная вареная картошка, ничего необычного. Медальон должен был бы быть приготовлен на гриле, но мне показалось, что его скорее запекали, чем жарили. Мясо хорошо приготовилось, вкусное, и мне даже показалось, что это свиная вырезка, но немного суховато. Еще здесь мы видим консервированную красную фасоль и стручковую фасоль. Все, включая соус барбекю, мне по вкусу понравилось. Еще по желанию могут добавить зелень, это нарезанная петрушка. Вот только вареная картошка не очень впечатлила, уж очень сухая и без соли мне показалось. Так выглядит закуска с лососем и овощами. Из овощей здесь помидор, несколько кусочков огурца, только лимона, оливки и маслины. Кусочек рыбы вполне приличный. Все овощи свежие, рыба слабосоленая, вроде это семга или форель. Рыба тоже свежая и вкусная, а это запеченная треска с картофельным гратаном. По желанию еще могут посыпать порезанной зеленью петрушки. В комплекте выдают еще вот такую упаковку со сливочным маслом. Треска похоже, что запеченная. Чувствуется наличие небольшого количества специй. По вкусу мне понравилось. Рыба свежая, не порченная. С этим обедом тоже принесли кусочек хлеба. Похоже, что это дарницкий хлеб. Он среднего качества, бывает и вкуснее. Сейчас скорость поезда составляет 218 км в час. Но временами он разгоняется еще быстрее. Мне удалось поймать момент, когда скорость была почти 240 км в час. Когда поезд приближается к какому-нибудь населенному пункту, то скорость постепенно снижается. Кроме еды, пассажирам еще полагаются и напитки. Можно выбрать чай, кофе, есть вода с газом или без газа, различные соки и пиво. Есть даже винная карта. И при желании могут налить небольшой бокал вина. Это все уже тоже включено в стоимость. Я взял сок и пиво. Пиво баночное, а сок из пакетов, не свежевыжатый. Если вы возьмете кофе, то к кофе могут подать еще сливки и сахар. Сахар, кстати, здесь тоже фирменный, сапсановский. Попробовал кофе, кофе в общем на вкус средненькое, не очень вкусное. К чаю тоже подают сахар и еще дольку лимона. Я взял зеленый чай, вода очень горячая и чай заваривается хорошо. Теперь давайте рассмотрим десерт. Это подарочное пирожное. Почему оно именно подарочное, я в общем так и не понял. Странное название, конечно. По сути дела это бисквит, есть 2 слоя крема и сверху арахисовая крошка. Пирожное по вкусу мне понравилось. Это десерт клубничный, но клубники свежей здесь нету. Есть клубничный джем, взбитые сливки и сверху фисташки. Десерт очень нежный, воздушный и вкусный. После обеда еще принесли влажные салфетки. Видимо, для тех, кто любит есть руками, чтобы руки потом можно было почистить. И еще выдали каждому пассажиру фирменную упаковку с конфетами, без сахара. Больше они похожи на какие-то таблетки. У этих конфеточек мятный вкус. Как вывод я могу сказать, что в бизнес-классе Сапсана кормят хорошо, еда свежая, вкусная, но, конечно, и билеты стоят недешево. Друзья, если вы хотите, чтобы я снял видео, как кормят в первом классе Сапсана, то пишите это в комментариях, а также ставьте лайк. Если лайков будет много, то я сниму и такое видео. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!